Листая Озон, увидел огромное количество списанных компьютеров и решил заказать себе парочку на обзор. Сегодня расскажу вам про Async Center M78. Приезжает он в коробке от утюга, в комплекте шнур питания и сам компьютер. Сейчас покажу, как не нужно его открывать. Нихера себе. И да, я порезался. Вот бы я мог видеть, что здесь находится. Откидываем крышку, срабатывает защелка. Внутри два вентилятора и, так понимаю, блок питания все выдувает. Есть отсек под жесткий диск. FM 2+. По описанию здесь должно стоять 8 гигабайт. Да, 8 гигабайт, DDR3, 1600 МГц. Посмотрим поближе. 3 SATA. Пустые PCI-ные слоты. DisplayPort. Да, он не послышался, это DisplayPort. Зачем он там? Не знаю. Но картинка выводит, поэтому будет. SATA шлейф. Одна штука. SATA питание. 2 штуки. Но учитывая, что в материнской плате 3 слота под SATA, скорее всего, здесь не оригинальный блок питания. На задней части не хватает одной заглушки. Это COM, USB 2.0, параллельный порт, всего 2 USB 3.0, DisplayPort и VGA. HDMI здесь нет. Давайте его собирать обратно и переходить к тестам. Отщелкиваем и закрываем. При запуске видим логотип Сбербанка, теперь понятно откуда они, а значит при желании можно зашить любое изображение в BIOS. Характеристики следующие. AMD A10 7800, 65 Вт, FM2 сокет, 4 ядра, 4 потока, поддерживает все необходимые инструкции, разве что нету AVX2, и отсутствует кэш 3-го уровня. Куда интереснее то, как процессор отображается в диспетчере задач. Как вы можете заметить, он определил всего 2 ядра. Почему так? Вот вам вырезка с AXBT. АПУ семейства Cavalry, за исключением младших моделей, имеют по 2 модуля с 2 независимыми блоками целочисленных вычислений и одним разделяемым блоком с плавающей запятой. Получается, что некоторые программы могут считать это как полноценные 4 ядра, а некоторые будут считать как 2. Небольшая странность. Я установил память в 4 слота, получил 32 гигабайта, но приложением доступно всего 14,7 гигабайт, а 17,3 гигабайта резервируется аппаратно. На какие такие нужды, не знаю. Будем считать, что это магия. В двухканальном режиме на 16 гигабайтах памяти зарезервировано 1,3 гигабайт. С этим хоть как-то можно жить. А на 8 гигабайтах в одноканале резервируется всего 348 мегабайт. Во вкладке материнской плате ничего интересного, разве то, что у меня установлен старый BIOS. Запустим тест. Тест будет только в CPU-Z, так как Cinema Bench отказался запускаться, что 23, что 24. Встроенная графика Radeon R7. 512 блоков, выделенная память 256 мегабайт, напомню, наберется из оперативной памяти. AMD не обделила эту графику драйверами и завезла сюда поддержку Vulkan и 12-го DirectX. Здесь можно запускать современные проекты при условии, что они не сильно требовательны железу, но, например, используют Vulkan или 12-й DirectX. Стоит учитывать, что производительность видеоядра сильно зависит от частоты оперативной памяти. Насколько сюда оправдано ставить дорогую высокочастотную память, обсудим в конце видео. Напомню, для тестов используется DDR3 1600 МГц в двухканальном режиме. Это самая ходовая память, и в 99% случаев, если вы купите этот мини-ПК, там будет стоять как раз таки такая память с такой частотой. Начнем тест с браузера, с YouTube. Будем тестировать в Edge. Видео Full HD 24 кадра воспроизводится без каких-либо проблем. Ни подтормаживаний, ни подгрузок, ничего такого нет. Full HD 60 кадров тоже без каких-либо проблем. А вот 2К 60 кадров для него уже неподъемная нагрузка. А вот 2К и 30 кадров воспроизводятся без каких-либо проблем. Нету вообще выпущенных кадров. Перейдем к играм. Borderlands 2, 720p, минимальные настройки графики. На таких настройках получается 40 кадров в секунду. С редкими просадками, даже дропами. Например, как сейчас при вхождении в прицел. Это разово происходит и не так часто. Так что никак не влияет на получение удовольствия от игры.
В общей сложности я залип где-то на час-полтора. Успел пробежать всю карту, найти пару тайников, и сейчас вы видите босс-файт, который уже подходит к концу. Grid 2. Средние настройки графики 720p. Большую часть времени больше 60 кадров в секунду. В среднем бы я сказал 65. С крайне редкими просадками до 58. Играть можно, играть нужно, всем советую. Забавно, но этот заезд я не мог пройти лет 5 назад, а в итоге прошел с первой попытки. Спустимся в метро. Full HD, минимальные настройки графики. В закрытых помещениях получаем в районе 60 кадров в секунду. Стоит подняться наверх, как частота кадров уменьшается до 30. Небольшая перестрелка. И есть падение до 28 кадров. Сбавляем разрешение до 720p. И на открытых пространствах получаем больше 60 кадров. Поиграв еще где-то минут 30, особых падений частоты кадров я не заметил. Играется прекрасно. Ну а пока загружается GTA 4, подпишитесь на канал и поставьте палец вверх. 720p минимальные настройки графики. Любой поворот мышкой — это микрофризы. Огромное количество микрофризов. Играть невозможно. И здесь та же проблема, что и в мини-ПК с прошлого видео. Все упирается в теплопакет. Видеоядро делит теплопакет с процессорными ядрами. Если глянуть на статистику в верхнем левом углу, то можно увидеть, что частоты процессора максимальны. И фризы происходят как раз таки в тот момент, когда видеочип роняет частоты, из-за того, что ему не хватает питания. Вы скажете, это FM2 сокет, можно взять да разогнать все что угодно, поднять теплопакет и так далее. Однако, это корпоративная серия Lenovo. BIOS урезан и упрощен по максимуму. Там нельзя разогнать процессор, разогнать память, поднять теплопакет. Ничего нельзя. MSI Afterburner и всякие утилиты старые для AMD-шных процессоров тоже не работают. Поэтому на графике мы видим достаточно неплохую частоту кадров, однако играть невозможно. Следующая игра Just Cause 3. 720p минимальные настройки графики. Получить больше 25 кадров достаточно тяжело. Это прям нужно было искать локации. Например, если упереться лицом в стену или смотреть в небо, то да. Вердикт огорчило. Следующая игра Split Second. 720p минимальные настройки графики. На минимальных настройках вообще нет отражений. Это не очень по мне так. Играем мы в стабильные 30 кадров, примерно как на консоли. Это необычная гонка, и здесь больше смотришь не на отражение, а на эффекты. Взрывы и так далее. Например, как здесь. И здесь. И еще разок. Сталкер, Тень Чернобыля, Full HD, высокие настройки графики, динамическое освещение. При статическом освещении получаю больше сотни кадров, поэтому решил поставить динамику. При динамическом освещении достаточно тяжело компу. Получается что-то в районе 35 кадров в среднем. Следующая игра на тесте BattleBeat Remaster 720p, масштаб рендера 80%, графика картошка мод. Получается в районе 30 кадров. Играть, скажу сразу, тяжело. Да, если это близкие баталии, то терпеть еще можно, но он дальняк вообще не постреляет. Так что неиграбельно. Если честно, я ожидал большего. Я ожидал, что все-таки будет 60 кадров на Potato моде и 720p. Что ж, ладно, переходим к следующему тесту. Little Company, настрой графики здесь нету, разрешение Full HD. Так как берется с рабочего стола. Во время записи я не догадался понизить разрешение на рабочем столе до 720p, и скорее всего картина была бы получше. Но имеем что имеем. Где-то в районе 18 кадров в секунду в открытых пространствах. В комплексе, думаю, будет чуть получше. 22 кадра в секунду. Ну, скажу так, я бы не стал играть. Убегать от монстра будет проблематично. Следующая игра Half-Life 2.
1080p, высокие настройки графики. Процентов 90 игры, 60 кадров, за исключением некоторых моментов, как сейчас. Достаточно интенсивная перестрелка по меркам Half-Life. Любые эффекты, которые происходят прямо перед носом, могут просадить что-то в кадров. Покатаемся по открытым пространствам. Здесь я не понял, куда ехать, поэтому заехал в тупик. Думаю, с Half-Life все понятно. По просьбе зрителей, гачи игры в лице Zenless Zone Zero. 720p минимальной настройки графики. Почему пишет система мониторинга, что Full HD, не знаю. В настройках точно выставлено 720. Мне как-то немного не зашла эта вот гачи тема с лутбоксами, из которых падает всякая фигня. Играть тяжело. По поводу звука, это на записи. На самом деле в игре со звуком было все отлично. Получаем очень нестабильные 25 кадров. И при любых эффектах просаживается до где-то 19. Фреймрейт очень нестабильный, даже когда мы не в бою. Например, выбираем режим игры. Там тоже на самом деле большое количество разных шейдерных эффектов, и это так сильно нагружает графическую подсистему, что даже в меню можно словить просадки до 15 кадров. Переходим к классике. Майнкрафт. Я думал, что со фреймрейтом будет получше. Оказалось, что нет. Full HD, пока прогружается мир, очень нестабильный. Сколько там? 15-13 кадров в секунду. Ну, примерно с таким фреймрейтом я с ней познакомился. Например, когда прогрузился мир, я еще сбавил до 720p, получил, ну, где-то с 30-ку. Примерно вот с таким фреймрейтом вы будете исследовать мир. На самом деле, в Майнкрафте та же история, что и в GTA 4. Не хватает теплопакета. Здесь активно используется и процессор, и видеоядро. Переходим в Mint, это Mint 22. Я боялся, что для этой APU-шки не будет графических драйверов и будет использоваться софтверный рендеринг, который полностью съест процессор и в принципе невозможно будет пользоваться Linux. Однако повезло, здесь есть OpenGL, но к несчастью нету драйверов для вулкана. Напомню, в винде они были. Ну да ладно, у нас есть OpenGL, достаточно последней версии, так что каких-либо трудностей быть не должно. Интересный момент, под Linux через DisplayPort поддерживается вывод изображения в 2К в 165 Гц, а в Windows было ограничение в 100 Гц. Небольшой тест в браузере, чтобы убедиться, что работает аппаратное ускорение графики. Как мы видим, игрушка без каких-либо тормозов. И проверить работу кодеков. Проверял на Рутубе, так как было лень заморачиваться с YouTube под Linux. Все работает прекрасно. Единственное, что я использовал старый Wi-Fi адаптер, поэтому скорость невысокая, ну да ладно. Переходим к тестированию в Indigo Bench. Он сегодня будет отдуваться за Cinema Bench. И давайте переходить к сборке игрушки из исходников. По аналогии с прошлыми видео будем использовать игру Perimeter. И видим дикие тормоза. Я попробовал скинуть настройки в минимум, потом перешел в оконный режим, открыл диспетчер задач и увидел следующее. У нас на всю грузится процессор, следовательно не используется аппаратное ускорение графики. Ответ прост. Игра собирается с DirectX. А чтобы запускать DirectX приложение под Linux, нужен транслятор. А транслятор транслирует DirectX в Vulkan. AMD не завезла поддержку Vulkan для этого чипа под Linux, поэтому используется процессор для рисования графики. Крайне неэффективно. Все, что нужно сделать, это пересобрать игрушку с другим флагом компиляции, чтобы использовать другая библиотека, которая будет использовать OpenGL. Драйвера для OpenGL есть, поэтому игра запустилась сразу в нативном разрешении, в 1080 максимальной настройки графики, и визуально здесь больше 50 кадров. К несчастью, систем мониторинга для Linux нету. Это я все к чему? К тому, что если вы захотите под Linux накатить Steam и с помощью Вайна или Протона играть в игры с винды, то возможно у вас будут проблемы в плане того, что ДВК не заведется, поэтому лучше играть под виндой. Теперь можно подвести итоги. Стоит ли его покупать?
Ну, если, допустим, вы живете в общаге, или, например, в гараж, или на даче, то да, почему нет? В случае, если с ним что-то случится, то и фиг с ним, стоит он недорого. И вот в цене главная его загвоздка. За деньги, которые он достается, это достаточно прикольный девайс. Можно поиграть в старые игры, можно посмотреть Full HD видео на YouTube, можно использовать его как сервер. Он достаточно тихий, даже при максимальной нагрузке. Единственное, что в моем экземпляре достаточно шумный кулер процессора. Вот его заменить и будет шикарно. По поводу апгрейда. Я находил видосы, где этот мини-ПК показывает получше результаты в игрушках, так как производительность встроенного видеоядра зависит от частоты оперативной памяти. Там стоит высокочастотная память, а высокочастотная память DDR3 стоит очень дорого. Либо как сам ПК, либо как его половина. Поэтому смысла в ней нет. А вот, скажем, поставить сюда 1030 или RX 550 звучит гораздо адекватней. Стоит ли ставить? Лично я думаю, что нет. При установке видеокарты, да, высвободится теплопакет, который тратился на видеоядро и отдастся полностью процессорным ядрам. Этих ядер достаточно скромное по современным меркам. Если бы тут можно было бы подразогнать, то да, я бы еще мог представить, что купить этот мини-ПК, туда докупить видяху и получить такую небольшую игровую станцию, производительность которой хватит для онлайн-проектов типа Доты. Но тут максимально урезанный BIOS, ни TDP поднять, ни частоты на памяти, на процессоре, ничего нельзя. А это ответ на главный вопрос, почему они такие дешевые. Ни добавить, ни убавить. Если у вас еще есть какие-то идеи, как его можно применить в домашних условиях, пишите в комментариях. Также заметил на Пеппере, что народу интересно сравнить его с N100. У меня как раз с прошлого видоса остался мини-ПК на N100, как раз таки с ним и сравним. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До встречи.